Привет всем, вы на канале Android News. Я тоже охреневаю с того количества смартфонов, которые находятся сейчас на моем столе, а тем более, если представляю их суммарную стоимость. К чему это? Приблизительно месяц назад мы записывали для вас видео, в котором сравнивали время автономной работы самых крутых смартфонов, ну во всяком случае, на наш взгляд. Людям вся эта затея понравилась, и мы решили ввести свой рейтинг автономности смартфонов, которые попадают к нам в студию. И, кстати, в ближайшее время этот рейтинг будет отображаться в сайт-баре на нашем сайте. Мы, кстати, обновили дизайн нашего сайта, если вы еще не видели, можете зайти, заценить, написать свои комментарии, в общем-то, поделиться своими впечатлениями. Но сегодня на повестке дня у нас совершенно другой тест, но не менее полезный и интересный. Мы будем сравнивать быстродействие смартфонов, и делать мы это будем не совсем стандартным способом. Участие будут принимать все смартфоны, от флагманов до бюджетников, все в одном тесте. Да, я понимаю, что у них разное количество оперативной памяти, разные процессоры, но этот тест как раз и делается для того, чтобы показать людям ту самую разницу в их работе. Нужно ли вообще большое количество оперативной памяти или нет. Думаю, будет интересно. Погнали. Итак, в этом тесте примут участие следующие смартфоны: Asus Zenfone Max Pro M1, Asus Zenfone 5Z, Huawei P20, Honor 8X, OnePlus 6, Meizu 16, Galaxy S9 Plus, Pixel 2 XL, целая пачка всяких Xiaomi, Mi 8, Redmi 5, Redmi Note 5, Mi A2, Mi A2 Lite, конечно же, Pocophone F1, и вишенкой на торте и интригой в целом станет iPhone XS Max, куда же без него. Кстати, мы сейчас разыгрываем этот смартфон с крутым техноблогером Стасом Ай Как Просто. Если вы еще не успели по какой-либо из причин подать заявку для участия, сделайте это прямо сейчас, пройдя по ссылке в описании. Прямой эфир с розыгрышем мы проведем 1 числа, именно в этот день мы определим победителя. Поэтому не стесняемся, подаем заявки, я вам желаю удачи. Пожалуйста, только не пишите в комментариях, где Galaxy Note 9, либо Huawei P20 Pro. Я и так не слабо так запарился для того, чтобы раздобыть такое количество смартфонов в одном месте. И предварительно полазил по YouTube, никто даже и близко не приблизился к масштабности нашего сравнения. Поэтому думаю, что те аппараты, которые мы раздобыли, их будет достаточно, их и так коврат дофига. Каким образом мы будем проводить тест? На каждый из смартфонов установлено по 20 сторонних одинаковых приложений. Запускаться они будут поочередно с одинаковой последовательностью. Мы планируем сделать прогон на 2 круга. Это будет показательный тест, во всяком случае для флагманов. Позже скажу почему. Время будет фиксироваться при помощи таймера. Думаю, механика вполне понятна. Итак, по традиции, напишите в комментариях, какой, по вашему мнению, из смартфонов займет первое место, а какой последнее. И давайте уже покончим с этими интригами, и да начнется мясорубка. И да, это будет именно мясорубка, потому что 15, мать его, смартфонов, такого не делал еще никто. Перед началом теста мы установили на каждый из аппаратов последнее обновление прошивки, сделали сброс на заводские настройки, зарядили их аккумуляторы, даже обои везде одинаковые поставили. В общем, сделали все, чтобы тест был максимально честным. Единственное, жаль, что Redmi Note 5 на 3 ГБ оперативки, а не на 4. К сожалению, других вариантов у нас нет. А может, это и к лучшему, чтобы наглядно видеть разницу. Итак, тест уже стартовал. Поскольку весь процесс должен занять совсем немного времени, ускорения в этом ролике мы делать не будем. Во всяком случае, в его первой половине. Лучше я тем временем буду комментировать все, что происходит у нас на столе. Также стоит учитывать погрешность в наших измерениях, за счет того, что на смартфонах используются разные типы управления, плюс еще немало зависит и от человеческого фактора. Но эта погрешность составляет не более 10%, так что на конечном результате это сильно не скажется. Общая картина в любом случае будет ясна. Поначалу, когда оперативка еще не забита, все смартфоны открывают приложение достаточно шустро, но флагманы все-таки делают это заметно шустрее. Особенно iPhone, он вообще какой-то дурной. Только, пожалуйста, не нужно писать в комментариях, что под iOS и Android приложение оптимизируется по-разному. Оставьте эти речи для гиков, потому что мы делаем это сравнение по фану. Для простых пользователей и для большинства людей важен конечный результат, а не теория о причинно-следственных связях. Людям не важно, почему iPhone работает быстрее, важно только то, что он работает реально быстрее. Но посмотрим, как будут обстоять дела, когда мы будем запускать приложение по второму кругу. Именно в этот момент разница между флагманами будет заметна больше всего. Мы увидим, как работает оперативная память в каждом из смартфонов. Первый же круг, во всяком случае на флагманах, демонстрирует производительность процессора и быстродействие работы системы, то есть насколько быстро смартфоны открывают приложение, как говорится на холодном старте. Уже сейчас мы видим фаворитов. На первом месте вполне ожидаемо оказался iPhone XS Max, на втором Meizu 16,
16, и меня это очень сильно удивляет. И тройку лидеров замыкает ожидаемо OnePlus 6. После него идут Zenfone 5Z, Galaxy S9 Plus и так далее. Видимо, скорость работы iOS 12 и новый мощный процессор от Apple дают о себе знать. Но это меня ничуть не удивляет, в отличие от Meizu 16, который работает как самолет. И пускай мне хоть кто-то теперь напишет, что я продался. Все исходники я оставлю по ссылке в описании. Смотрите, проверяйте, у меня все максимально честно и открыто. Хотя 90 гигабайт загружать в облако я не уверен. Итак, некоторые смартфонов уже прошли первый круг, и сейчас начинается самое интересное. Будет ли система подгружать приложения из оперативной памяти, или начнет запускать их заново с нуля? iPhone с этой задачей справился вообще без проблем. Как видите, в iOS все приложения держатся в фоне, и 4 гигов оперативки для этой системы более чем достаточно. Meizu и OnePlus пока что тоже справляются весьма неплохо. Приложения не перезагружаются, а запускаются прямо из оперативки. Ну а пока что мы следим за этими ребятами. Первый круг прошли Zenfone 5Z, Galaxy S9 Plus, Mi 8, Pocophone и Huawei P20. И вот тут начинается жесть. Буквально все смартфоны, за исключением Meizu 16, OnePlus 6 и Galaxy S9 Plus, выгружают приложения из оперативной памяти и начинают запускать их заново. Единственный из андроидов, который не выгрузил ни единого приложения из памяти, является Galaxy S9 Plus. То есть его 6 гигов оперативки для этих задач оказалось вполне достаточно. Meizu 16 тоже очень сильно удивил. Он споткнулся всего один раз на последнем приложении и среди всех андроидов занял первое место. OnePlus 6 выгрузил 3 последних приложения, за счет чего оказался на 3-й позиции. Сразу же за ним с минимальным отрывом справился и Galaxy S9 Plus. К сожалению, все остальные ребята оказались абсолютными аутсайдерами, среди которых первым к финишу пришел Zenfone 5Z с отставанием от галактики в 1 минуту 18 секунд. Далее Xiaomi Mi 8, хваленый Pocophone справился еще хуже, после отстрелялся Pixel 2 XL на процессоре предыдущего поколения, за ним P20, Honor 8X на процессорах Kirin. Кстати, между двумя этими смартами, несмотря на то, что они играют в совсем разных лигах, по производительности разница минимальная. Позже финишировали Zenfone Max Pro M1, Redmi Note 5, Mi A2, Mi A2 Lite, ну и вполне ожидаемо последнее место занял победитель нашего теста автономности Redmi 5. Вот такое у нас получилось сравнение. Но это еще не все. Давайте посмотрим на таблицу, которую мы для вас подготовили, для того, чтобы понимать, за какое время каждый из этих смартфонов прошел первый круг, так как я вам уже говорил, что именно он определяет скорость работы системы. Но во всяком случае это объективно для флагманов, так-то я понимаю, что некоторым бюджетникам не хватило оперативки уже на первом круге. В принципе, большинство андроидов похоронил именно второй круг. Видимо, наша с вами любимая операционка довольно неумело работает с оперативной памятью. Какие из смартфонов удивили? Meizu 16 и Honor 8X. Первый из-за того, что работает как самолет. Я вообще не ожидал, что он выиграет OnePlus. А 8X уделал весь среднебюджетный сегмент. То есть Mi A2, Zenfone Max Pro M1 и Redmi Note 5 работают реально медленнее. Ну и абсолютными лузерами оказались как раз таки Mi A2 и Mi A2 Lite. Что-то чисто Android плохо влияет на Xiaomi, как в плане автономности, так и в вопросе производительности. Плюс меня расстроила работа оперативной памяти в Mi 8 и Pocophone. У них по 6 гигов оперативной памяти, а из фона они выгрузили абсолютно все приложения. В общем, как показала практика, тут проблема не в количестве, а в качестве. Какие выводы из этого теста сделал лично я? Я понимаю, что 4 гигабайт оперативной памяти для нынешнего Android флагмана это тупо мало, тем более, что большинство людей вообще не чистят оперативную память, они оставляют висеть в фоне все запущенные приложения. Ну вот вам пример, я бывает беру поклацать у товарищей Smart и вижу, что они вообще не чистят вкладки, то есть они вообще не заморачиваются по этому поводу. Я задаю вопрос, почему ты не чистишь, а мне говорят, что надо. Короче, это я веду к тому, что в современных Android флагманах должно быть как минимум 6 гигов оперативной памяти. Да и то только при условии, если у производителя достаточно прямые руки для того, чтобы оптимизировать ее работу. В другом же случае нужно будет 8 или 10 гигабайт. И попомните мои слова, что в следующем году 10 гигов оперативки в топовых флагманах это будет уже нормой. Да что тут говорить, уже сейчас есть версия Oppo Find X на 10 гигов.
А вообще наш с вами любимый Android очень прожорливый, и единственное, что может его спасти, это самоуничтожение и возрождение в виде FuxiOS, потому что проблема кроется в корне в самом Linux, но на эту тему можно записать отдельный ролик. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, мы потратили на него очень много времени, поэтому не скупитесь, ставьте палец вверх, участвуйте в нашем розыгрыше со Стасом Ай как просто, подписывайтесь на этот канал, на второй канал, и да пребудет с вами Android. Хотя, если честно, странно это говорить после всех вышесказанных слов.